Поговорим о том, почему полезна соль для иммунитета. Есть одно интересное вещество. Вот оно. Называется гипохлорид натрия. Это химическое название хлорки. Не знаю, в курсе ли вы, но два вида иммунных клеток производят хлорку, чтобы убивать микробы. Нейтрофилы и макрофаги. Оба они относятся к клеткам-фагоцитам. Это означает, что они поедают бактерии, вирусы, грибок, плесень, кандиду. Вот что происходит. Они втягивают в себя микроб, обволакивают его и заливают химикатами, в том числе хлоркой. А знаете, из чего организм его производит? Из хлора, который берет, в том числе из хлорида натрия, то есть из поваренной соли. Если соли в организме недостаточно, этот механизм, входящий в арсенал иммунных клеток, становится очень ненадежным. То есть ваша оборона слабеет. Гипохлорид или хлорка — это бактерицидное средство широкого профиля. По сути, он отравляет микробы, убивает бактерии за миллисекунды. И он гораздо сильнее, чем другой химикат, используемый этими клетками, а именно перекись водорода. И, кстати, если иммунные клетки столкнутся с вредной формой кандиды, они начнут заливать организм гипохлоритом, чтобы убить кандиду. По некоторым отчетам, для этого они могут использовать 70-80% запаса хлора, чтобы произвести побольше гипохлорита. И вот что интересно, когда я практиковал, я обратил внимание, что от пациентов, у которых был кандидоз или избыточный рост кандиды, исходил очень резкий запах, похожий на запах хлорки. Скорее всего, иммунитет пытался уничтожить кандиду. И, к слову, если у вас кандида, самое важное, конечно, не принимать хлорку, а есть соль, чтобы организм мог произвести больше хлорки. А также очень важно свести углеводы к минимуму, вообще к нулю, потому что кандида живет за счет сахара и глюкозы. Теперь посмотрим, что приводит к дефициту соли. Конечно, первое — это нехватка соли в рационе. Нужно от 1 до 1,5 чайных ложек. Без горки. Вот столько соли в день, если вы не тренируетесь. Если же вы много потеете, то соли нужно больше, ведь с потом выводятся электролиты, особенно натрий и хлор. На кетогенной диете нужно больше натрия, чтобы избежать кетогриппа. При дефиците натрия может возникнуть множество симптомов гриппа, но на самом деле это не грипп. Никакой инфекции нет, но дефицит натрия приводит к слабости и болям в мышцах, головной боли, вялости, головокружению. Насморка может не быть, но все остальное вполне. И когда вы переходите от сжигания сахара к сжиганию жира и производству кетонов, вы теряете много водного веса, а с этой водой выходит и натрий. Что касается иммунитета, ему нужна вторая составляющая соли, ему нужен хлор. Я полагаю, что на хлоре редко акцентируют внимание, все время говорят о натрии. Но игнорировать хлор никак нельзя. Он также нужен для производства соляной кислоты, которая убивает патогены, попадающие в желудок. И, конечно, хлор нужен иммунитету для работы фагоцитов. У вас может возникнуть дефицит соли при диарее, рвоте, приеме мочегонных, употреблении большого количества калия без соли. Даже если вы съедите 10 стаканов зелени, вам может сильно захотеться соленого. Безусловно, необходимо поддерживать баланс соли и калия. Если надпочечники истощены, соли нужно немного больше. Если вы пьете слишком много воды, вы разбавляете электролиты в организме. В частности, хлорид натрия, то есть соль. Есть такое состояние — гипонатриемия. Это низкий уровень натрия в крови. Такое происходит от того, что вы хлещете воду литрами. Надо пить достаточно, но если переборщить, то возникнет нехватка и натрия, и даже хлора. Если вы занимаетесь упражнениями на выносливость, участвуете в марафонах, триатлонах и так далее, вам определенно нужно гораздо больше соли. У игрока в американский футбол за одну летнюю тренировку с потом может выйти 6 чайных ложек соли.
за одну тренировку. Так что количество соли зависит от уровня активности и потоотделения. В общем, я хотел рассказать о том, как важна соль для иммунитета и для профилактики кетогриппа. Я всегда рекомендую употреблять морскую соль, а лучше всего розовую гималайскую. Спасибо за просмотр.